На чем же нельзя экономить жене? Поговорим в этом видео. И здесь приходит первое на ум, обычно женщинам, так как интернет пестрит такими громкими лозунгами, что экономить нельзя на себе. Все вокруг призывают: не экономь на себе, ты достойна всего лучшего. В этом видео я покажу вам другую сторону этого вопроса. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. С одной стороны, я абсолютно согласна с тем, что женщине на себе экономить не нужно. Ну, потому что мы девочки, нам нужно себя баловать. Нам нужно принимать то, как нас балуют другие люди. Ведь многие женщины на самом деле впадают в ступор, когда кто-то делает им комплименты, когда кто-то готов заплатить за что-то. Я встречала в своей жизни, в своей практике очень много женщин, которые, с одной стороны, хотят, чтобы мужчины уделяли им внимание, покупали им какие-то ценные подарки, дарили цветы. Но когда мужчина это делает для них, они реально каменеют, часто сами того не замечая, и не могут с женским достоинством, с женской такой харизмой принять это вот в кавычках, да, баловать. Но в этом видео я хочу акцентировать ваше внимание на другой стороне этого вопроса. Если мы говорим именно про жен или девушек в серьезных длительных отношениях, то нельзя экономить и на вашем мужчине. Потому что если вы не экономите только на себе, а о нем не думаете, то вы получаетесь как такая, знаете, принцесса на горошине. Или как актриса на сцене. То есть я вот такая звезда-королева, а ты тут рядом как-нибудь создавай мне обстановку, атмосферу, будь моей аудиторией. Если вы хотите по-настоящему быть счастливы в отношениях, вам нужны партнерские отношения. Там, где вы равные. Хотя я знаю, что многие женщины мечтают о том, чтобы быть под мужчиной. Чтобы он решал ее проблемы, чтобы он был главный, а я вот просто расслаблюсь, буду заниматься женскими делами. И, естественно, в такой модели отношений мужчина будет принимать все основные решения. И что же в этом хорошего? Когда ты оказываешься в очередной раз как маленький ребенок в семье, где есть какие-то старшие большие родители, которые обеспечивают все твои потребности, ты опять тогда не решаешь в своей жизни ключевые вещи. А какие-то женщины мечтают о том, чтобы командовать мужчиной. То есть это все пример не партнерских отношений. Кто такие партнеры? Это те, кто равные. И в равных отношениях, если вы, женщина, признаете, понимаете и стараетесь не экономить на себе, а баловать себя, то есть, психологическим языком говоря, удовлетворять свои потребности, жить для себя, жить в радость, жить в удовольствие, то если он ваш партнер, почему же тогда не делать то же самое по отношению к нему? И представьте, как вашему мужчине будет приятно, когда вы не экономите на нем. Но это не значит, что приносить ему какие-то сюрпризики, подарочки на свое усмотрение. Не экономить — это значит учитывать его потребности. Если мы с вами в этом видео сейчас я обозначила, проговорила вам, что баловать, не экономить — это значит удовлетворять свои потребности, то если мы это переворачиваем по отношению к вашему мужчине, это значит удовлетворять его потребности, с точки зрения финансов. То есть учитывать его потребности, идти навстречу ему. И тогда, если вы будете делать по отношению это к вашему мужчине, ему захочется в ответ отвечать вам тем же. И представляете, как это приятно, когда вы не экономите не только на себе, но и ваш партнер не экономит на вас. Это просто идеальная схема отношений. Да, так получается не сразу. Да, чтобы от вашего действия был отклик с той стороны, это, знаете, как мы бросаем в воду камень, и идет такая волна, да, от камня. Вот в воде это происходит все моментально быстро, в отношениях нет. В отношениях вы начинаете что-то делать по-новому, и отклик от партнера, изменения в нем по отношению к вам происходят, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому, пожалуйста, я вас призываю в этом видео: не экономьте на себе. Вы рождаетесь для себя, вы живете для себя. Но если вы хотите быть счастливы в отношениях, то не экономьте и на ваших близких. Хотите узнать, какие еще ошибки совершают женщины в отношениях со своими близкими мужчинами? Я собрала для вас 19 самых распространенных ошибок. И они находятся на первой ступени моих курсов про отношения, которая бесплатно открыта для вас прямо сейчас. Если хотите ее пройти без оплаты, пока это еще возможно, ссылка на регистрацию внизу под этим видео. Просто регистрируйтесь и сразу же получаете доступ к видео. До встречи с вами на этом курсе.